Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Холодные осенние дни уже давно поспешили сменить приятный, солнечный, теплый сезон, встречая нас не всегда благосклонной и такой порой капризной погодой. А значит, пришло время нам с вами определиться, друзья, какие женские брюки, представленные в коллекциях осень-зима 2023-2024, самые актуальные, стильные, модные. Что в тренде сегодня и какой нынче самый популярный фасон? Какие идеи по стилизации образа стоит взять на заметку? И какую одежду включить в повседневный базовый аутфит? Поэтому, мои дорогие, чтобы быть в курсе самых топовых моделей, постарайтесь досмотреть видео до конца. Надеюсь, друзья, вам эта тема интересна. Жду ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за лайк и поддержку. А мы начинаем. Название одной из популярных тенденций современной моды в двух словах звучит так: тихая роскошь. Причем выглядеть дорого можно вне зависимости от стоимости одежды, в том числе от ценника на брюки. Это могут быть обычные базовые модели. Здесь главное – правильный фасон, глубина посадки, ткань и еще несколько других важных критериев, первым из которых я выделю цвет. Чтобы не ошибиться с выбором, стилисты рекомендуют остановиться на спокойных оттенках серого, синего, шоколадного или пусть будет классический черный. Подобные модели, к тому же, отличная долгосрочная инвестиция в наш модный гардероб. Особенно эффектно смотрятся белые брюки, которые удорожают, визуально, конечно, любой образ в разы. Красиво, роскошно, однако в осенне-зимний сезон совсем не практично. Но когда очень хочется, то почему бы и нет? Если однотонные брюки покажутся слишком скучными, присмотритесь к одежде в мелованную полоску с легким налетом ретро марки Tod's. Подобный узор уже назван must-have'ом осени. Не менее хороши все вариации на тему клетки. Да, и никакой в данном случае, пусть даже мега актуальной низкой талии. Тихая роскошь не спешит за слишком громкими трендами. Только правильный крой, неважно, узкие, прямые или клеш, плюс достойное качество ткани и средняя либо высокая посадка. Кожаные брюки. Уже несколько сезонов подряд они не выходят из списка главных покупок, и на прошедших модных показах в Милане, Париже, Нью-Йорке тренд уверенно удержал ведущие позиции, что доказали многие популярные бренды. Брюки из кожи легко комбинировать с другой одеждой. Они без труда впишутся в любой стиль и мастерски рифмуются как с рубашкой, водолазкой, теплым свитером, кардиганом, так и с романтической блузкой, смелым полупрозрачным топом. Стилисты рекомендуют не ограничивать свой гардероб только моделью в классическом черном. Ведь на холодный сезон кожаные брюки были представлены в очень широкой гамме оттенков и отличались немалым разнообразием фасонов. В коллекции для дома Tod's дизайнер Уолт Киапони дает новую жизнь старым трендам из прошлого, возвращая на подиум супервысокую посадку, дополнительно обозначив талию нешироким поясом в тон. В стильных образах под маркой Виктория Бекхэм брюки из кожи с фактурой под крокодила составили единое целое с сапогами на высокой платформе, что наверняка удобно, практично, к примеру, в прохладную дождливую погоду. При создании коллекции Роберто Кавалли дизайнер решил обратиться к золотому веку именитого бренда. Модный гардероб он наполнил нарядами из кожи в лоскутной технике пэтчворк с отделкой кристаллами. Брюки получили эффектный клеш и заниженную талию. Габриэла Хёрст тоже предпочитает создавать яркие комбинации, миксуя кожу разных цветов. А вот Ральф Лорен наполнил линейку на осень свободным духом вестерн. Слегка потертые кожаные брюки с декоративной бахромой здесь явно соответствуют ковбойской тематике. Собираясь на вечеринку, брюки из кожи можно скомбинировать вместе с сияющим смелым эффектным топом в духе нулевых, как это сделали в Sportmax. Для более серьезного мероприятия предпочтительней образ из линейки Alexander McQueen. Теплые брюки. Для холодных осенних и тем более зимних дней отличным решением станут модели из твида, драпа, шерсти, вельвета, плотных костюмных тканей. Они практичные, уютные, теплые. Среди таковых стоит отметить широкие варианты в стиле оверсайз, да вдобавок еще и на мягкой резинке в поясе.
Любой добавочный слой колготок, лосин под ними будет точно незаметен. Пушистые и такие милые брючные комплекты из шерстяной ткани с длинным ворсом, в которых мы наверняка не будем мерзнуть, предложил до моды Рабан. Цвет выбираем по настроению. На показе Максмара Ян Гриффитс выдвинул свою оригинальную версию стилизации брюк. Дизайнер предлагает сделать акцент на осиную талию и дополнить наряд широким корсетным поясом, надевая его поверх свитера, водолазки, рубашки. Теплом и уютом наполнены модные образы, в которых узор на брюках, да и сама фактура один в один схожи с домашним пледом. Неплохо будет включить в ансамбль широкий шарф идентичной расцветки. Шерстяные модели с традиционным клетчатым принтом были и остаются желанными спутниками повседневного гардероба. Если решитесь комбинировать разные виды клетки, не забывайте о гармоничном сочетании одежды по оттенкам. Приятным бонусом отмечу возвращение в моду вельветовых брюк. Носите их в едином костюме с таким же по фактуре и цвету жакетом, как в образах марки Альберто Ферретти. Или миксуйте с атласной рубашкой-туникой, как в коллекции Dries Van Noten. К теплым трендам можно добавить очень яркие, необычные, смелые варианты из меха в позитивном неоновом оттенке сочной зелени или сделать ставку на более скромные, но не менее стильные вязаные ретро-мотивы. Элегантный трикотаж бренда Луиза Спаньоли и вязаные брючные комплекты марки Бальмах определенно достойны внимания. На первом плане в модном ансамбле красота, женственность, очарование. На вопрос «Так какие же брюки самые теплые?» я часто слышу ответ «стеганые». Да, в такой одежде нам уж точно не страшны ни снег, ни морозы. Правда, модель визуально добавит несколько сантиметров в объеме. Брюки-сигареты. Настоящий подарок от дизайнеров для тех, кто устал от широких брюк за последние несколько сезонов. Высокая талия, облегающий крой и длина до щиколотки, строгая модель снова на модной арене. Главное преимущество данного фасона – брюки хорошо смотрятся на любой фигуре, особенно с обувью на каблуке. Лучшие примеры найдем у Prada, где помимо серой и черной классики есть вещи в цветах светлой пастельной гаммы. Леггинсы. Они настойчиво и уверенно прокладывают тропу на подиум, вытесняя брюки и продолжая доказывать свое право на существование за пределами спортзалов. Многие модные стилисты утверждают, теперь леггинсы можно носить и в пир, и в мир. Самое главное здесь – соблюдать баланс объемов. Облегающий низ важно уравновесить свободным верхом, желательно удлиненным. Широкие брюки. Опять, друзья, мы с вами столкнулись с полярностью трендов, которую не раз обсуждали в предыдущих обзорах. В первую очередь берем на заметку широкие мешковатые варианты из костюмной шерсти. Они не давят, не стесняют движений и готовы скрыть возможные недостатки фигуры. Наиболее заметно тренд проявил себя в коллекциях Bottega Veneta, Louis Vuitton, Stella McCartney, Etro, Dries Van Noten, Hermano Scervino. В новой линейке Максмара вдруг решили сделать ставку на крупноузорчатую ткань и предложили поклонникам марки широкие фасоны из роскошного жаккарда в теплых золотисто-карамельных оттенках. Да, в последнее время мы так полюбили расслабленные силуэты за чувство свободы, за комфорт без заморочек. Но будьте осторожны, иногда в подобных объемах теряется в образе женственность, утонченность, изящество. Несколько слов напоследок стоит сказать о популярном нынче гламурном декоре. Брюки, сверкающие стразами и пайетками, либо украшенные перьями, мы вряд ли выберем для сдержанного, строгого делового наряда. Все должно быть ко времени и к месту. Хотя при умелом и продуманном подходе даже модель из золотой или серебристой металлизированной ткани можно гармонично вписать в повседневный образ. Для настроения и приятных воспоминаний по ушедшему лету рекомендую присмотреться к стильным вариантам в горошек или брюкам с цветочной вышивкой, либо с флористическим принтом. Интересно, а какие модные брюки станут вашими фаворитами на этот холодный сезон? Насколько легко у вас, друзья, получается справиться с задачей выбора стильной обновки? Жду все ваши версии, подсказки, советы в комментариях. От души благодарю за поставленный лайк и подписку на мой канал. Пробуйте,
Экспериментируйте, дерзайте. Всем позитива и яркого, солнечного настроения!